Привет, это арт-студия Единорог. Сегодня я тебе предлагаю порисовать вот такую замечательную собачку акварелькой. Ну что, начнем. Для начала мы нарисуем эскиз нашей собачки. Я беру карандаш и отмечаю вот в этой области голову. Здесь у меня будет ушко, оно такое длинное, вот такой формы. И второе ухо. Примерно вот в этой области я нарисую мордочку. Такой носик треугольничком с прорисованными ноздрями. И вот так вот ротик. Поправляю голову, дорисовываю ушки. Здесь, в этой области, мы рисуем тельце и ножки передние. Вот такие снизу лапки такой формы. Одна и вторая. А вот здесь пальчики. Так, немножко исправлю форму. Хочу вот так сделать. И уши. Исправляю такие длинные уши. А в этой области у меня будут глазки. Овальчиками и внутри зрачок. И на зрачке не забываем оставлять место для блика. Поправляю уши. Делаю их ближе к голове. И чуть-чуть сделаю покороче. И с второй стороны также. В этой области у меня будет ошейник. Так, мордочка у меня получилась как у зайца. Нарисую ее покрупнее, побольше. Чтобы у меня все-таки была собачка. Вот так. Вот теперь у меня похоже на собачку. Стираю второе ухо и дорисовываю симметрично. В этой области я нарисую ножки. Ножки у меня вот так вот выглядывают из-за туловища. Собачка сидит на попке. И вот так вот нижняя часть ног. А здесь у меня будет хвост пышный торчать из ножки. Здесь у меня застежка на ошейнике. Чуть-чуть еще подправлю лапку переднюю, сделаю потоньше. Ну вот, в принципе, как-то так. Чуть-чуть еще ножку исправлю все-таки. И вторую. Ты, когда рисуешь эскиз, добивайся хорошего результата, так, чтобы тебе все нравилось. Мы для этого рисуем простым карандашом наш эскиз. Ну вот, в принципе, наверное, все. Нет, еще чуть-чуть я подправлю ушко, я сделаю его пошире. Оно у меня будет заходить на туловище вот так. И верхнюю часть головы тоже исправлю. У меня вот такая вот шишечка вверху на голове. Здесь бровка. Ну вот, мой эскиз готов. Теперь я приступаю рисовать красками. У меня замешан вот такой рыжий цвет. И я начинаю акварелькой заливать голову. Мы будем работать рыжим и голубым. А также у нас промежуточные цвета будут алый и фиолетовый, а также темно-синий. Вот эту область я заливаю полностью рыжим цветом. Так вот аккуратненько я заливаю, смотри. Работаю сразу с двух сторон. Беру вот этот алый цвет и сразу же, пока мокрая краска, вливаю алый цвет, чтобы у меня был плавный переход, называемый градиентом. Предыдущую собачку мы рисовали точно так же, в такой же технике. Ну, собственно говоря, и такими же цветами. Беру голубой цвет, замешиваю на палитре и заливаю нижнюю часть уха голубым цветом. Так, немножко смешиваю между собой
границу. И заливаю второе ухо. Немножко стушую вот красным цветом в эту область, чтобы был более плавный переход. И продолжаю заливать голову. Оставляю небольшой промежуток между ухом и мордочкой, для того, чтобы у меня краска не смешалась. Пока что мы закрашиваем полностью собачку, потом будем ошейник рисовать сверху. И вот так растягиваю акварель дальше. Немножко хочу сделать более насыщенный цвет, поэтому беру не сильно разбавленную акварель, а фактически из кувета. Делаю растяжечку, снова красным цветом вот так добавляю. Растягиваю на лапки. И лапки закрашиваю голубым цветом. Нижнюю часть лапок. Вот так. То же самое делаю со второй лапкой. Цвет смешивается, затекает в оранжевый, и будут замечательные пятна, когда собачка высохнет. Середину, вот здесь она у нас на заднем плане, я закрашиваю также градиентом. Вначале беру красный, а к низу я добавлю голубой. Даже не голубой, а темно-синий сделаю. Стараюсь не смешивать, чтобы у меня лапки не смешались с туловищем. Потом мы эту часть акцентируем более темным цветом. Вот такая нижняя часть у меня получилась на заднем плане. Чуть-чуть сухой кисточкой подсушу вот в этом месте цвет. Так как у нас падает цвет сверху, у меня будут светлые участки в этой области. Убираю красочку сухой кисточкой. Вот так. Беру рыжий и заливаю задние лапки. Начну с более разведенного водой рыжего. Дальше беру более концентрированный цвет, чтобы у меня верхняя часть была светлой. Для чего мне это нужно? На верхнюю часть попадает свет, и поэтому у нас вот таким образом получается светлое место. Чем ниже мы идем к полу, к месту, где сидит собачка у нас, тем у нас цвет темнее. Насыщаем теперь переход вот этим красным цветом. Вот так. И концы лапок я снова покрашу голубым. Голубой смешивается с красным. Получается такой плавный, красивый затек одного цвета в другой. Так. И работаем также со второй ножкой. Все то же самое, что я делала с левой ногой, я делаю с правой. Верхняя часть разбавленным цветом. Дальше у меня идет более концентрированный цвет.
беру вот такой вот красный. Скорее не красный, а малиновый. По-правильному он называется краплак. Так. И беру голубой и заливаю ножку снизу голубым. У нас такой получается многоступенчатый переход. И очень интересная расцветка у собачки. Собачка у нас фантазийная. А мы с тобой тренируемся рисовать акварелькой, делать градиенты. Вот так. Вот такие у меня интересные ножки получились, лапки. Посмотри, вот передние лапки подсыхают, и у них интересные такие пятна получаются. Мордочку я буду делать полностью голубым. Но я сделаю нижнюю часть более насыщенной. Добавляю в нижнюю часть более концентрированный цвет, также около носа. Делаю это аккуратно, дожидаюсь, прежде чем заливать синим цветом, чтобы у меня высохло туловище, чтобы у меня не затекла краска, чтобы мы видели четкую границу мордочки от тела. Вот так. Теперь мы поработаем с тобой с глазами. Я смешала рыжий с коричневым, у меня получился вот такой цвет. И я делаю аккуратненько, тоненьким кончиком. Если у тебя нет тоненького кончика на кисточке, нужно брать тонкую кисточку. Вот такую обводку вокруг глаза. И со второй стороны точно так же. Делаем бровки этим же цветом. Заливаю хвостик просто чистой водой. Посмотри, вот так. Обходим лапку. И примерно по той границе, чуть-чуть заходя, что мы рисовали хвост, заливаем просто водой. Теперь я размешиваю голубой цвет у себя на палитре и начинаю вот с этого края заливать красочку. Посмотри, как красочка растекается. Добавляю к середине хвоста больше насыщенности и вниз делаю более концентрированный цвет. Вот так краска растекается, что и дает нам эффект пушистого хвоста. Чуть-чуть штрихами вот так изображаю шерсть. Немножко еще добавлю к серединке и сделаю острый кончик. Продолжаем работать с глазами. Я беру голубой, смешиваю с черным и закрашиваю зрачки. Обязательно оставляю место для блика. Делаю аккуратно. Ой-ой-ой. Получилось много воды, но я вот так вот подсушу кисточку и уберу аккуратненько лишнюю краску. Вот так закрашиваю наш зрачок. Наша собачка уже оживает, становится такой симпатичной, но мы еще будем ее дорабатывать.
рисую носик. Также беру тот же темно-синий цвет, оставляю блик и закрашиваю наш носик полностью темно-синим цветом. Вот такой носик у меня получается. Дам подсохнуть краски, немножко займусь хвостиком. На хвостик добавляю также темного синего цвета. Вот в этой области, в области, где у нас находится тень, где у нас середина хвоста, где цвет будет более насыщенный, я добавляю темно-синие красочки, пока у меня влажный хвост. Вот этого будет достаточно. Красочка снова растекается еще по мокрому. Темно-синим цветом начну прорисовывать детали на тех местах, которые просохли. Вот здесь на передних лапках я рисую пальчики. Аккуратненько тоненьким кончиком кисточки. Также на задних лапках отмечаем пальчики. Вот таким образом. Добавлю цвета сюда на нос, усилю к нижней части плотность цвета. Чуть-чуть добавлю цвет на зрачок, получился он у меня прозрачный. Доработаю область вокруг глаз. Я сменила кисточку, я взяла кисточку с более острым кончиком. У меня вот такая плоская кисть, но у нее очень острый край, если рисовать ребром. Деталь я буду дорабатывать ей. И вторым слоем рыже-коричневым цветом омывожу снова глаз. Вот так аккуратненько. Добавлю немножко штрихов на бровки. И сделаю вот такой хохолок на макушке. Темно-синим цветом нарисую ошейник нашей собачки. Прям поверх рыжего. Аккуратненько нарисую пряжку. И вот здесь язычок пряжки. В этой области хочу добавить адресник. Нарисую его таким круглым. Адресник, на котором написано имя собачки. Добавлю цвета здесь и здесь. Рисуем мордочку нашему псу по середине полосочка и вот такой дугой перевернутый ротик. У нас такой пес с кислой мордочкой.
маленькими штришочками изображу темно-синим шерстинки на одном ухе и на втором. Добавлю тона на адресник. Темно-синим цветом буду закрашивать вот эти полосы, которые мы оставили в промежутке, чтобы у нас не было затекания. Я беру острым краем и темно-синими полосочками вот так изображаю область ног. С одной и с второй стороны подчеркиваю брюшко. Под ушками вот так же сделаем тень. Посмотри, сразу видно, что ушки у нас не в воздухе висят. Делаем все аккуратно. Нам сейчас нужны очень тоненькие линии. Попробуй сначала разными кисточками, найди самую подходящую для себя кисть, которой тебе удобнее всего рисовать будет тонкие линии. Делаю акцент тонкой линии здесь и здесь. Ставлю кисточку на ребро и вот так вот прямо рисую линию. Возьму красный цвет и нарисую мелкими штрихами шерстинки. Вот в этой области, на грудке. Некоторые штрихи я делаю подлиннее, некоторые покороче. И вот в этой области под мордочкой. Также нарисую штришочки вот здесь. И темные бордовым также на ушко добавлю. Вот в этой области. Теперь возьму темно-синий и заострю вот так вот ушки. Сделаю шерстинки на конце уха. С одной и со второй стороны. А также темно-синим нарисую несколько шерстинок на хвосте. Вот такими движениями по направлению от центра хвоста к периферии несколько шерстинок добавим. Ну вот такая собачка у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Приходи ко мне учиться.